Всем привет! Прежде чем мы перейдем к сути, пожалуйста, поддержите этот канал, нажав «Подписаться» и активировав колокольчик. Это бесплатно, но ваша поддержка очень важна. Лос-Анджелес, обычно называемый городом огней, в тот вечер был полон тревоги. Не из-за голливудских звезд или суеты индустрии развлечений, а из-за новостей, потрясших сердце поклонников BTS по всему миру. Новость о состоянии Джина пришла так внезапно от самого Тэхёна. И еще более удивительной стала реакция Чингука, который, казалось, сдерживал слезы и в конечном итоге не смог скрыть свою печаль. Все началось на частном мероприятии, на котором присутствовало лишь несколько важных персон, где Тэхён должен был обсудить свой музыкальный проект в Америке. Никто этого не ожидал. В разгар непринужденного разговора с несколькими знакомыми Тэхён внезапно упомянул имя Джина другим тоном. Тяжелым, сдержанным, словно нес на себе тяжелую ношу. Он не стал долго объяснять, лишь несколько коротких предложений, но этого было достаточно, чтобы в комнате воцарилась тишина. «Он борется», — тихо сказал Тэхён. Эти слова заставили всех переглянуться. Слово «трудно», казалось, открыло поток вопросов. Заболел ли Джин? Произошел ли какой-то инцидент во время тура? Или возникла проблема, которую руководство скрывало? В углу комнаты Чингук, болтавший с деловым партнером, резко прервал разговор. Его лицо внезапно побледнело, взгляд был прикован к Тэхёну. Затем он опустил голову, крепко сжав телефон, и через несколько секунд стало видно, как он вытирает уголки глаз. Камера стоявшего рядом фаната запечатлела этот момент, и видео быстро разлетелось по социальным сетям. Посыпались домыслы. Армии по всему миру начали обсуждать ситуацию, пытаясь понять, что же происходит на самом деле. Более того, Джин должен был прибыть в Лос-Анджелес всего через несколько часов после заявления. Некоторые фанаты посчитали это признаком сильной усталости Джина после долгого тура. Однако другие подозревали, что проблема назревала давно и всплыла случайно. Когда самолет Джина приземлился, в аэропорту уже ждали десятки камер и фанатов. Джин вышел со своей фирменной улыбкой и помахал, но его движения казались медленнее обычного. Его шаги были осторожными, словно он изо всех сил пытался удержаться в вертикальном положении. Некоторые внимательные фанаты даже утверждали, что видели, как Джин в определенные моменты задерживал дыхание. В тот вечер ситуация обострилась. СМИ начали обращаться в HYBE за подтверждением, но агентство, как обычно, предпочло не комментировать ситуацию. Молчание HYBE лишь подогревало слухи. Одни говорили, что у Джина серьезные проблемы со здоровьем, другие обвиняли руководство в намеренном сокрытии информации ради сохранения имиджа. Посреди всего этого Чингук наконец-то появился в коротком прямом эфире в социальных сетях. Без какого-либо объявления, без подготовки, лишь темный экран, показывающий его усталое лицо. Он не назвал имени Джина напрямую, но его слова еще больше растрогали фанатов. Иногда мы не понимаем, насколько тяжело кто-то борется, пока не увидим это своими глазами. Все, что мы можем сделать, это поддержать его даже издалека, сказал Чингук дрожащим голосом. Это короткое заявление вызвало тысячи комментариев к его прямой трансляции. Многие признались, что плакали, и потребовали разъяснений от официальных лиц. Но Чингук не стал продолжать разговор. Он просто закончил трансляцию с легкой улыбкой и сказал: «Пожалуйста, поддержите его». Для тех, кто следил за BTS с самого начала, этот момент прозвучал по-другому. В нем чувствовалась искренность и трудно скрываемая тревога. И за всем этим скрывалась великая тайна, оставшаяся без ответа. Что же именно произошло с Джином в Лос-Анджелесе? Почему Тэхён выглядел таким потрясенным, словно только что узнал нечто, о чем даже не подозревал? И почему Чингук плакал? До сих пор публика может только гадать. Неужели это начало важного заявления, которое изменит историю BTS? Или это лишь небольшой фрагмент большой истории, которая раскроется в нужный момент?
Одно можно сказать наверняка: глаза и сердце ARMY сейчас прикованы к этим троим, ожидая ответов, которые так и не будут получены. Чем дольше длится молчание HYBE и участников группы, тем сильнее тревожатся фанаты. Каждая публикация в социальных сетях, каждое фото в аэропорту, даже самые незначительные жесты Джина, Тэхёна и Чингука становятся предметом бесконечного анализа. ARMY из разных стран начинают собирать воедино фрагменты, складывая внезапное заявление Тэхёна, слезную реакцию Чингука и необычное поведение Джина в одну сложную головоломку. Несколько международных СМИ начинают появляться в заголовках, предсказывая, что это может быть один из самых эмоциональных моментов в истории BTS. Только на благополучие Джина. По мере того, как поток информации распространялся в социальных сетях, новости о заявлении Тэхёна, слезах Чингука и состоянии Джина превратились в масштабный сюжет, который привлек внимание миллионов людей по всему миру. Видеоролики, фрагменты разговоров и выражения лиц, снятые на камеру, вызвали волну эмоций, которую было трудно сдержать. Но среди всей этой суматохи важно рассматривать каждое событие в правильном контексте, чтобы избежать недопонимания, которое может быть пагубным для всех сторон, особенно для участников BTS, ставших объектами новостей. При дальнейшем расследовании выяснилось, что заявление Тэхёна, изначально породившее этот слух, не имело отношения к ухудшению здоровья Джина. Несколько очевидцев, присутствовавших на мероприятии, объяснили, что слова Тэхёна «ему тяжело» на самом деле относились к трудностям Джина в завершении серии музыкальных проектов в условиях очень плотного графика. В этом контексте Тэхён фактически восхвалял трудолюбие и самоотверженность Джина, не подразумевая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Путаница возникла из-за того, что видеоклип, распространявшийся в социальных сетях, был опубликован без полного контекста. Начальная часть разговора, объясняющая суть вопроса, была удалена. В результате публика получила лишь фрагмент заявления, который казался загадочным и уязвимым для неверного толкования. Ситуация усугубилась критикой нескольких крупных фан-аккаунтов, которые дали сенсационные заголовки, не проверив достоверность содержания видео. Между тем, казалось бы, эмоциональная реакция Чингука, который, казалось, сдерживал слезы, по-видимому, имела другое объяснение. Внутренний источник сообщил, что Чингук только что получил личные новости, не имеющие отношения к Джину. По совпадению, этот момент был записан одновременно с заявлением Тэхёна, что навело на мысль об их связи. Этот факт показывает, как легко общественное мнение может быть искажено, когда два отдельных события объединяются в одно повествование. Когда Джин прибыл в Лос-Анджелес, его заторможенный вид и явная одышка не были связаны с проблемами со здоровьем. В коротком интервью сопровождавший его персонал объяснил, что Джин только что совершил долгий перелет продолжительностью более 10 часов, поэтому его шаги, естественно, были немного тяжелыми из-за смены часовых поясов. Кроме того, на нем была плотная одежда, что делало его движения менее плавными. Это были чисто технические факторы, но в глазах фанатов, уже охваченных слухами, эти мелкие детали были восприняты как подтверждение их подозрений. Компания HYBE наконец опубликовала краткое разъяснение через несколько дней после возникновения проблемы. В своем заявлении агентство подчеркнуло, что Джин здоров и не имеет проблем со здоровьем, которые могли бы помешать его деятельности. Они также попросили общественность не распространять и не верить непроверенной информации, поскольку это может серьезно повлиять на благополучие и личную жизнь артиста. Хотя это заявление было кратким, оно развеяло большинство домыслов. Хотя некоторые фанаты проявили любопытство, в человеческой природе желать знать больше, чем официально заявлено, из этого инцидента можно извлечь важный урок, насколько быстро информация, особенно визуальная и эмоциональная, может формировать общественное мнение. В данном случае три элемента – фрагментарное заявление Тэхёна, выражение лица Чингука и внешность Джина – складываются в драматичный сюжет, который на самом деле не соответствует действительности. В глобальном мире развлечений, где все под пристальным вниманием, каждый жест знаменитости открыт для интерпретации. Именно поэтому крайне важно проявлять осторожность при получении и распространении новостей. Мы также видим, как социальные сети могут раздувать проблему, не оставляя достаточного пространства для прояснения. С другой стороны, преданные фандомы, такие как ARMY, обладают властью изменить интерпретацию, когда появляются достоверные разъяснения.
Как только правда раскрылась, многие фанаты начали репостить оригинальные видео с полным контекстом, помогая остановить распространение недостоверных новостей. Это положительный пример того, как фан-сообщества могут сыграть свою роль в защите репутации своих кумиров. Guess you're trying to stay strong and